Самая популярная вакансия Даркнета – навязчивая спам-рассылка и объявление с предложением поработать доставщиком особых грузов. Десятки тысяч людей, прошедших через наркошопы, километры скрученной изоленты, сотни килограммов, а то и тонны разложенных веществ, десятки отрезанных пальцев и бесчисленное количество сломанных судеб. Все это о кладменах, коих так додумались называть грамотные теневые маркетологи, дабы не отпугивать люд простым словом «закладчик», но сажают вне зависимости от названия, и сегодня мы разберемся, какой срок пребывания в этой профессии стал критическим. Да, про кладменов уже снимали видео, но здесь будет много свежей и актуальной информации на 2025 год. В чем заключается опасность? Причем здесь мигранты? Кто обычно идет в кладмены, сколько им платят, как полиция ловит новичков и профи, и какие уловки помогают избежать ареста? Фотоловушки, дроны с тепловизором, засады, биллинг по локации, мастер-клады, стелсы – все это в сегодняшнем видео. Рад вас видеть в своем уютном подвале. Извиняюсь, в убежище. Проходим, смотрим, но ничего не трогаем. Решив разобраться в вопросе, можно прийти к интересному выводу. Подавляющее большинство людей, работающих на этой вакансии, являются либо зависимыми от веществ, либо ничего не понимают в своей работе и набраны по объявлениям с Авито. Некоторые и вовсе не могут связать двух слов по-русски и приехали к нам из ближнего зарубежья. Да, есть и другие ребята, которые шарят в теме, дружат с головой, и в данном контексте их можно назвать профи. Хоть это и редкий случай, но многие из вас, которые планировали идти в кладмены, земля вам пухом, считают, что они были бы именно такими, профессионалами, и про таких сегодня поговорим. Так вот, все эти категории кладменов между собой отличаются, а поэтому давайте их рассмотрим и разберемся, откуда они тут взялись. Ведь очевидно, все они способны продержаться разное время на этой опасной должности. Первая категория – зависимые. Эти люди устраиваются в магазины с целью иметь постоянный доступ к наркоте. Их влияние настолько велико, что исследования маркетплейсов по качеству продаваемого товара их дилерами выявляют регулярные недовесы в вкладах. Например, в февральском анализе одной гигантской площадки вещества не хватает в 9 из 10 случаев, то есть кладмены воруют. Также нужно понимать, что каждый работающий курьер имеет возможность брать товар в магазине для себя по его себестоимости, ну или плюс-минус по себестоимости. Это позволяет покупать грамм не за 3000, а в 3 раза дешевле. Следовательно, достаточно дорогая наркозависимость вдруг становится дешевой. Там, где раньше надо было тратить 80 тысяч на порошок, сегодня достаточно просто кидать клады, воровать у магазина вес и брать в личное пользование. В итоге зависимость для ее обладателя становится почти бесплатной. Магазины это знают и видят. Подавляющее большинство устроившихся курьеров является в прошлом обыкновенными покупателями. Иногда таких курьеров прощают, иногда сливают, а иногда мы смотрим в телеге интересные видео с фокусами, например, исчезновение пальца. Но это уже заходит разговор про спортиков. Про них уже есть отдельное видео на канале, которое набрало больше 1 миллиона просмотров. И в будущем планируется еще одно с новой информацией, актуальной на 2025 год. И раз уже отвлеклись от темы, если имеются недоброжелатели или ты хочешь узнать, что можно найти на тебя самого, можешь зайти на моего бота по пробиву. Учитывая, что с глазом бога сейчас проблемы, очень даже актуально. Тем более база там впечатляющая. Ссылочка в описании. Так вот, вторая категория – ничего не понимающие люди, которые попали на должность окольными путями. Таких, как правило, приводят через спам-рассылки по мессенджерам или через объявления на сайтах для ищущих работу людей. С ними все очень сложно. Часто это разного рода женщины бальзаковского возраста с детьми, иногда 40-летние мужики, купившиеся на заоблачную зарплату. Все они далеки от теневого мира. Порой такие люди даже не знают, на какой магазин работают. Их приводят в команды так называемые HR, хедхантеры, вербовщики. Они зачастую забирают у курьера значительную часть его зарплаты, кладя ее себе в карман и выдавая приведенному человеку 50% или даже меньше. В отличие от прямой работы на магазин, иногда не предоставляют обучений, а бывает даже говорят о полной легальности работы, уверяя в доставке кальянных смесей и прочих легальных грузов. Само собой, это ложь. И как говорил Джордан Белфорд, незаконно это ни хрена. И третья категория – мигранты. Как вы можете знать, в Россию они приезжают не за карьерой в Даркнете или чтобы посмотреть на Москов-Сити, а чтобы заработать денег. Их довольно легко привлекают те же HR баснословными зарплатами, из-за чего они в последнее время все чаще попадают в сводки новостей как распространители запрещенных веществ. Они очень похожи на предыдущую описанную группу, тоже ничего не понимают в своей работе. А
Ознакомившись с этими тремя категориями, можно прийти к простому выводу: так дело не пойдет. Нельзя судить об опасности работы только по таким бедолагам, ибо эти люди либо очень далеки от Даркнета и о нем ничего не знают, либо употребляют вещества в огромных объемах. Такие сесть могут и в первую неделю, оставив адрес под камерой или посреди городской площади. Приводя такие примеры, можно создать иллюзию, что проблема большинства кладменов только в их тупости, и если человек смышленый, то у него есть все шансы на успешную карьеру. Ну, давайте копать глубже. Выбор направления расследования пал на профессиональные каналы сотрудников в Telegram, где ведут блоги многочисленные курьеры. У кого-то 1000 подписчиков, у кого-то сотни. По логике, именно в них должны сидеть самые опытные сотрудники этой рядовой должности, поэтому, отметая явно фейковые каналы, созданные HR для рекрутинга, можно обнаружить интересные экземпляры. Ссылки я, конечно, кидать не буду, и даже скринов не ждите. У большинства из них немного подписчиков, а часть из них уже были повышены до кураторов, операторов и других теневых должностей. Как оказалось, кто-то на службе теневой сети уже несколько лет, а магазины в последнее время испытывают серьезный дефицит работников и поднимают им зарплаты, и иногда уже за 1000 рублей с одной закладки. Ну а сами курьеры довольно умело пользуются различными инструментами, чтобы оставаться на свободе. Не говорю про то, что такие люди стараются работать в чистой одежде, не пачкать руки с обувью и не привлекать внимания. Озвучу наиболее выдающиеся способы их маскировки. Чего боятся курьеры? Так вот, чего же боятся курьеры? Верно, досмотра. А значит, есть смысл скрыть сверток так, чтобы сходу никто не понял, что это на самом деле упаковка клада. Потому в Даркнете придумали использовать так называемые стелсы. Это когда закладка маскируется под окружающую среду, камень, мусор или упаковку из-под еды. Увидев такую на улице, вы в жизни не подумаете, что это никакой не мусор и не камень, а чей-то клад, ждущий покупателя. Так, например, вооружившись паяльником и фантиками из-под шипучих конфет, реально запаять пакетики прямо внутрь и носить их с собой вместо привлекающих внимание свертков. Также можно наткнуться на примечательный тайник картошку. Каким-то образом запихнули пакетик прямо внутрь картофеля. По логике при досмотре, если у кладмена целый пакет картошки и другой еды или же куча конфет, часть из которых с товаром внутри, сотрудники вряд ли догадаются начать рвать упаковку и давить картофель. Довольно хитрый способ, если о нем еще не прознали массово правоохранители. Однако ряд курьеров считают, что упаковывать все это слишком долго и муторно, а важнее всего, в принципе, не встречать полицейских. Как это сделать? Конечно, не ходить там, где они дежурят. Чтобы узнать об их засадах, профессиональные кладмены используют карты полицейских патрулей. Так, например, на одном из сайтов ежемесячно появляется более 200 меток со всей России, преимущественно из центральной части. В них люди рассказывают об опыте съема в разных местах, где они встретили полицейских, какие давали взятки и все сопутствующее. Проще говоря, используя такие инструменты, курьеры могут вообще не появляться там, где ранее были замечены патрули или опера. И еще один интересный способ кладмену серьезно обезопасить себя, к которому прибегают профессионалы – сетевая защита. Ключевым образом использование не только Tor-подключения, а еще и вторых телефонов с сим-картами на подставные лица. Зачем это нужно? Остановимся подробнее на том, как телефон может сдать курьера полиции. Предположим, человек работает кладменом и у него выпал мастер-клад. Так называют крупный оптовый клад с товаром внутри для создания более мелких розничных. Он едет снимать его в лес, раскидывает товар по городу, но ему не везет и его ловят из-за того, что он прилепил магнит к трубе прямо под камерой видеонаблюдения. На допросе полицейские задают ему, казалось бы, безобидный вопрос. Где забирал товар? Он показывает метку на картах, и здесь начинается самое интересное. Полиция делает запрос в ФСБ для получения биллинга на данную локацию за последнее время. В результате на руки МВД попадает база телефонных устройств, посещавших эту местность за последнее время. Поскольку это было в лесу, всем очевидно, там кроме складмена и других кладменов никто особо не появлялся, а значит все абоненты попадают в разработку. За ними выставят наблюдение и будут тщательно отслеживать их интернет-трафик. На этом моменте может погореть вся цепочка. И складмен, и все курьеры, забиравшие вещества в этой локации. Ведь все их телефоны известны. Как от этого защищаются? Конечно, обычная смена симки не поможет, поскольку телефон, подключаясь к вышке сотовой связи, показывает ей свой уникальный идентификатор – имей. А значит, в такой работе использовать личный телефон по меньшей мере глупо. Нужен второй рабочий и дополнительная сим-карта. Они, к слову, продаются в Даркнете повсеместно. Правда, одного лишь устройства мало, нужно уметь им пользоваться. Например, такие устройства никогда не хранят рядом с основным телефоном, чтобы их нельзя было связать, а также их необходимо регулярно менять или взламывать. Рано или поздно смартфон засветится, а значит, чтобы скинуть след, нужно сменить имей. Тут поможет либо перепрошивка, либо новое устройство. Наиболее опытные сотрудники накатывают защищенную операционную систему Graphene OS, а также используют софт, позволяющий иметь несколько рабочих пространств на телефоне. Это чтобы, например, фотографии с кладами хранились на одном пространстве, а полицейским при досмотре можно было выдать другое, где переписка с мамой, смешные картинки из интернета и другие некомпрометирующие данные.
данные. Сегодня это очень востребовано, поскольку досмотры телефонов встречаются ничуть не реже, чем досмотры содержимого карманов. Однако самые опытные идут еще дальше. Мастодонты теневого бизнеса, складмены и перевозчики иногда вообще отказываются от мобильных телефонов. Они используют связку из двух устройств: туристического навигатора, позволяющего снимать координаты, а также фотоаппарата. В таком случае попытка их поймать через сотовую связь закончится ничем. Они просто не подключаются к вышкам. На этом моменте может сложиться впечатление, они неуязвимы. Перед работой проверяют локацию через карты патрулей, ходят лично на разведку пустыми без товара, работают не так много, чтобы слишком долго не светиться на улице, ограничиваясь зарплатой до 300 тысяч рублей. Используют навороченные смартфоны, а иногда и вовсе отказываются от них в пользу более узкоспециализированных гаджетов. Неужели такого человека реально поймать? Чтобы это понять, нам нужно с вами разобраться. А как вообще сегодня ловят курьеров запрещенных веществ? Ознакомившись как раз таки с картой патрулей, можно найти довольно большое количество примеров. Сходу было выявлено: полицейские сосредотачиваются на контроле лесопарковых зон, довольно популярных у закладчиков. В таких местах им удается раскидать рекордное количество закладок за короткое время в черте города, из-за чего туда постоянно стягиваются полицейские и устраивают долговременные дежурства с целью поимки доставщиков и клиентов. Полиция в целом хорошо понимает, в какую сторону дует ветер. Для них очевидно, что кладмены часто выбирают гаражные кооперативы для работы, разного рода пустыри и прочие места, где нет скопления обычных людей. Все это обеспечивает бесперебойный поток задержаний, ведь, как мы выяснили с вами ранее, в подавляющем большинстве случаев на должностях находятся очень далекие от даркнета люди или настоящие зависимые, коих не интересует в жизни ничего, кроме веществ. Поимки таких людей закрывают статистику по задержаниям. Да, такая в МВД имеется. И чтобы понять, почему полицейским неинтересно сильно запариваться и ловить энтузиастов, умеющих скрываться, я предлагаю ознакомиться с ее структурой. В народе статистика МВД – это так называемая палочная система. В рамках нее каждый отдел должен ежемесячно раскрывать преступлений больше, чем в предыдущем месяце. Статистика складывается из общего значения количества дел и их тяжести, из-за чего иногда поимка двух закладчиков может быть приравнена к аресту десятка потребителей. И работает она у нас еще со времен СССР. Тогда так пытались подавить распространенную преступность. Когда та практически полностью исчезла, система по непонятным причинам осталась, а в 90-е ее не решились убрать, так как преступность вновь вернулась. Сегодня эта система подвергается жесткой критике. Считается, что пока полиция может просто закрывать свой план, они будут работать только в рамках него. Так они получают существенные премии по 30% от дохода и более. Поэтому все не очень гладко. Из-за подобного подхода полиция заинтересована не в ликвидации преступности, а в закрытии статистики. Это одна из причин, почему до сих пор ни один маркетплейс в Даркнете не был закрыт правоохранительными органами из России. Не потому что ФСБ, отделка и ГНК не работают, а потому что ликвидация крупнейшей площадки никак не поможет им регулярно выполнять план. В таких условиях гораздо лучше по чуть-чуть каждый месяц ловить людей, чем разом прихлопнуть большого игрока наркорынка. Все это значит, что отлов самых опытных закладчиков интересен МВД очень опосредованно. Именно поэтому у профи довольно долгое время получается оставаться на плаву. Используя свои методы, они просто требуют слишком много ресурсов для собственной поимки. Но зачем кто-то будет запариваться ради них, если можно встать на входе в парковую зону и за вечер поймать одного-двух минеров? Однако кое-какие ресурсы у полиции для задержания всех подряд имеются, и цель такая тоже есть. Далее вы поймете почему. Возьмем Москву. Эталон в плане безопасности, если сравнивать с остальной Россией. Система «Умный город» с идентификацией лиц. Весь этот киберпанк известен многим, но как полиция работает, например, в лесах? Отлично работает. И даже профи научились ловить, так как здесь московская полиция может зайти с козырей. Самый большой страх любого закладчика, а особенно складмена, это фотоловушки. Ранее такие устройства придумали для охотников. Замаскированная камера крепится на дерево, имеет ночной режим и инфракрасную подсветку для него, обладает датчиком движения и включается при его фиксировании. Вдобавок передает картинку по Wi-Fi. Такое устройство заметить сложно, даже если о нем знать. Да, конечно, целый лес тяжело ими усеять, но кажется, скоро это станет возможно. За последние несколько лет стоимость фотоловушек снизилась кратно, и самые дешевые устройства продаются по цене всего в несколько тысяч рублей. И достоверно известно, что Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и ряд других городов имеют неопределенное количество таких устройств. Попав в его объектив, можно в течение 5 или 10 минут познакомиться с отрядом СОБР. Да, кстати, даже если полиция задерживает обычного курьера, берут их, как правило, со спецназом. Участилось это после трагических случаев, когда обычные закладчики открывали огонь по полицейским из нелегально приобретенного огнестрельного оружия. Еще один инструмент, набирающий популярность в последнее время – квадрокоптеры. Имея достаточный запас сменных аккумуляторов и человека, который не разобьет коптер за 300 тысяч рублей об землю, дрон способен патрулировать обширные территории. Достоверно известно, что в Москве уже патрулируют МКАД и выписывают штрафы при помощи такого инструмента. Однако из-за дороговизны
новизны оборудования и необходимости в обучении пилота, пока что дроны распространены только в столице. И последняя киллер-фича полиции – тепловизоры. Их часто используют в лесах, поскольку они позволяют смотреть куда дальше. Пока невооруженный взгляд человека вряд ли что-то заметит, тепловизор моментально выявит инфракрасное излучение от тела и не даст пропустить подозрительного человека в лесу. Все становится для кладменов еще хуже, если у полиции имеется не просто тепловизор, а еще если он установлен на беспилотник. Да, цена такого аппарата запросто может быть и 1 000 000 рублей, но в Москве и полиция иногда на Mercedes GLS катается, и не такое видали. Но зачем все это, если план и так закрывается? Не просто же для имиджа МВД. И вот здесь нужно куда точнее понимать, зачем вообще ловить тех самых профи и чем они все-таки действительно интересны силовикам. Эти инструменты не сильно распространены в подавляющем большинстве регионов РФ, однако сам факт их существования и применения позволяет задерживать крайне эффективно и неопытных работников, и профи. Последние представляют немного больший интерес, ведь часто это не просто закладчики. Как вы себе представляете кладмена, который успешно работает 10 дней в месяц на протяжении полугода? Скорее всего, его депозит у магазина уже перевалил за 500 000, а он сам трудится не только с розничными объемами, но уже и нередко контактирует с оптовыми. Курьеры очень плавно переходят на складские должности, причем часто они не против. Да, гораздо больше веса, но попасться в городе заметно проще, нежели в нехоженном лесу. По этой причине МВД и вкладывается в совершенствование своих средств. Поймать бедолагу-закладчика, устроившегося через Авито, не составит труда и при помощи старой доброй засадной тактики. А вот, чтобы выйти на склада с полукилограммом товара, уже нужно и сотовые телефоны проверить, и фотоловушки повесить, и заодно еще на всякий случай проконтролировать квадрокоптером тот самый лесок, где последний раз какой-нибудь задержанный курьер забирал товар для работы. Поэтому поимка профи, даже несмотря на регулярный отлов обычных мелких закладчиков, все-таки полиции необходимо. Одно такое успешно раскрытое дело способно заменить поимку 5 кладменов. Но самое интересное не это. Если МВД поймает склада, то это значит, что через него можно на его же кладах начать ловить курьеров, что в теории позволяет пересажать хоть всю команду какого-нибудь среднего магазинчика в Даркнете. Поэтому сам склад может быть не так интересен, сколько информации от него. К сожалению, для полиции далеко не все сотрудники наркомаркетов идут на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок. Почему то же самое не делают на кладах от пойманных курьеров и не ловят клиентов? Вообще-то делают, но просто не очень часто. Все же обычный покупатель – это слишком мелкая цель в рамках статистики, чтобы ради него на каком-нибудь кладе размещать засаду. Это очень нераспространенная практика. Обычно в МВД нет столько лишних людей, а потому при поимке курьера весь ранее заложенный им товар приплюсовывается к уголовному делу. Клады извлекаются и идут как вещественные доказательства. Однако именно приемки на мастер-кладах самые непредсказуемые для любого работника, даже профи. Если поймали вышестоящее звено из-за его безответственности, то все нижестоящие находятся под прямой угрозой. Поэтому даже придумали так называемый фейк-съем. Это когда курьер подходит к точке с адресом, делает вид, якобы забирает товар, но сам его не берет. Если его примут, значит была засада, а на руках у него ничего нет. Если не примут, можно забирать и ехать домой. Но правда и это не очень работает. Обычно силовики не терпят таких насмешек и просто заставляют курьера забрать его вес, из-за чего фейк-съемы популярности не набрали совсем. А это значит, что при приемке на мастер-кладе нет никаких шансов. Это буквально конец карьеры, и ничего с этим невозможно поделать. А потому может сформироваться довольно точное мнение, сколько вообще может работать курьер, и профи, и те, кто пришел в Даркнет через объявление. Если мы говорим о тех, кто разбирается в сфере, интересуется сетевой безопасностью и предпринимает попытки не сесть за решетку, то при активной работе без перерывов я бы не дал более 2 лет. За такой срок можно заработать миллионы, однако прогноз оптимистичный. По факту может быть куда хуже. Чего не скажешь об обычных проходимцах, попавших на курьерскую вакансию каким-то несчастливым образом. Не имея опыта, обучения и не понимая рисков, такие люди вряд ли задержатся более чем на 3 месяца. Скорее всего, они попадутся на патруль посреди рискованной локации, сделают адрес под камерой, на виду у прохожих или прямо перед охраной какого-нибудь предприятия на окраине города. Вариантов, как из-за недооценки рисков может сесть такой человек, крайне много. В теории, при наркотической зависимости или тотальном незнании сферы, можно и за недельку успеть очутиться в СИЗО. Это отнюдь не так сложно при отсутствии огромной кучи труднодоступных знаний. Кто бы мог подумать, рядовая должность, которая многими считается расходной, оказалась чрезвычайно сложной, запутанной и при этом крайне требовательной. Я нарочно упустил в своем видео некоторую информацию, чтобы оно не стало гайдом в стиле «Как стать закладчиком». А потому, если вы не знали хоть что-то из сказанного здесь, лучше даже не пытайтесь. А если и знали, то тоже не пытайтесь. В России огромная доля осужденных за наркотические преступления. Не пополняйте эту печальную статистику собой. Лучше пополните статистику финансово благополучных людей. Если есть хоть немного извилин, то справишься. Вот смотри, сейчас будет невероятно полезно. Наверняка ты любишь смотреть фильмы и сериалы на сайтах, где
не нужно за это платить. Нет, это не реклама киносайта, слушай дальше. На таких сайтах ты посмотрел одно, перешел на другое. Не понравилось, закрыл и больше не включаешь. Не жалко, ведь не нужно платить за каждый отдельный фильм. А представь, что то же самое есть с обучающим и курсами, за которые школы и авторы просят огромные деньги. Причем не какие-то подделки, а как с фильмами, оригиналы, просто платить за них по отдельности не нужно. В описании будет контакт человека, который занимается сливами курсов. Напиши ему, что пришел за курсами, и получишь всю необходимую информацию. Плюс-минус $15, в зависимости от твоей страны. И ты получаешь доступ к базе, которая содержит больше 60 тысяч курсов. И нет, это не преувеличение. Примерный список категорий можешь видеть на экране. Да, это не бесплатно, но платеж одноразовый за постоянный доступ. Никаких подписок. Один раз заплатил символическую плату и учишь, что хочешь, когда хочешь и сколько хочешь. Проект работает уже почти 4 года, и все это время я постоянно его рекомендую. Напомню, ссылка в описании, как и ссылка на мой личный телеграм-канал, где я публикую то, о чем не могу говорить в ютубе, а еще ссылки на мой крипто-телеграм-канал, где все бесплатно и мой бот для пробива. Вообще все в описании. Держитесь дальше от криминала, а я ухожу красиво. Покажи